Здравствуйте, зрители моего канала! Я продолжаю обзор своей коллекции фильмов на DVD. Еще осталось про DVD 2 выпуска. Сегодняшнее видео и одно из следующих. И в сегодняшнем видео будут издания других студий, которые выпускали дистрибьютор Союз и дистрибьютор CP Digital. И первый фильм — это дистрибьютор Союз и фильм от режиссера и сценариста «Назад в будущее» Боба Гейла, фильм «Трасса 60». Здесь у нас снялись Джеймс Марсден, Кристофер Ллойд, Курт Рассел, Гарри Олдман, также в небольшой роли Майкл Джей Фокс. Такое вот кино. Кинопритча. Трасса 60. Идем далее. И следующее кино — это у нас фильм Романа Полански. Картина «Пианист». Такое вот издание на DVD. Известное кино про пианиста во время Второй мировой войны. Данная картина выиграла 3 премии «Оскар». То есть лучший режиссер, лучший актер и лучший сценарий. Достаточно известное и высокооцениваемое кино. «Пианист». Далее картина Жерара Кравчика и продюсера и автора сценария Люка Бессона. Фильм с Жаном Рено «Васаби», где у него, оказывается, есть японская дочка у персонажа данного фильма. Также достаточно известная картина с Жаном Рено «Маленький переполох в Большом Токио». Далее еще 2 французских фильма. Первое — это фильм «Пришельцы» с Жаном Рено и Кристианом Клавье. Клавье здесь также выступил автором сценария к данной картине. И в данной картине средневековые 2 человека оказываются в нашем времени. И все, что происходит дальше с ними. Также есть вторая часть, в которой снялись те же самые актеры: Жан Рено, Кристиан Клавье. «Пришельцы. 2 коридора времени», где они будут оказываться в разных эпохах туда-обратно. Два французских фильма. «Пришельцы» является одним из самых кассовых по количеству зрителей фильмов в истории французского кинематографа. На 5-м месте находится. Далее фильм с Джимом Керри и Джеффом Дэниелсом от братьев Фаррелли «Тупой еще тупее». Также у нас издание от Союза. Одна из комедий, которой я принесла славу актеру Джиму Керри. Фильм братьев Фаррелли. Идем далее. И следующее кино — это у нас фильм Фрэнка Дарабонта с Стивом Робинсом и Морганом Фрименом «Побег из Шоушенка». Одно из самых высокооцениваемых кино по рейтингам разных сайтов. Это у меня издание на DVD. Также у меня есть иностранное издание на Blu-ray. Такое вот издание от Союза. Фильм снят по повести писателя Стивена Кинга. Идем далее. И следующее — это у нас азиатское кино. «Доспехи Бога», Джеки Чан. В данной картине он также выступил режиссером, автором сценария.
Также данный фильм выпустила фирма «Союз». Идем далее. И фильм от Клинта Иствуда «Малышка на миллион». Данный фильм выиграл Оскар за лучший фильм. И также все трое актеров, которые представлены на данной обложке фильма, также выиграли Оскар. Клинт Иствуд выиграл Оскар за лучший фильм и лучшего режиссера. Хилари Свонг, которая играет здесь главную женскую роль, выиграл Оскар за лучшую женскую роль. И также Морган Фриман выиграл Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Картина «Малышка на миллион». И последнее издание от Союза. Это такой вот фильм «Леденец». Здесь у нас снялась еще тогда Эллен Пейдж. Также есть актер Патрик Уилсон. Это у нас триллер про этих двух персонажей, которые сыграли данные актеры. Картина «Леденец». И далее пойдут издания от CP Digital. И первые 5 изданий от CP Digital будут в стекле, в Super Jewel кейсах. Первое — это Евротур, отвязная молодежная комедия. Представлена у меня в стекле. Здесь видим одно изображение. И также видим здесь еще один кадр из фильма. Одна из любимых молодежных комедий, которые мне нравятся. Идем далее. И следующее издание от CP Digital. Это у нас анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». Здесь блестит, отсвечивает. Открываем. Здесь видим кадр с видом из фильма. Здесь видим рекламу других анимационных фильмов. И задняя обложка данного издания. Фильм «Ходячий замок». Далее следующий фильм в стекле. Это «Американская история X», в которой снялись Эдвард Нортон и Эдвард Ферланг. Актер Эдвард Ферланг — это тот, который играл мальчика во втором «Терминаторе». Здесь видим Эдварда Нортона. А здесь видим персонажа Эдварда Ферланга. «Американская история X». Идем далее. И следующее кино — это картина «Персонаж», в которой снялись Уилл Феррелл, Эмма Томпсон, Дастин Хоффман, Мэгги Джилленхол и Квин Латифа. Также у нас от CP Digital издание. Здесь также видим персонажа фильма «Персонаж» и рекламу других фильмов. И видим еще один кадр из фильма. Здесь рассказывается про человека, который оказывается персонажем реальным, но про которого пишет писательница, которую играет Эмма Томпсон. Фильм «Персонаж». И, наконец, последнее издание. Это у нас Брюс Всемогущий с Джимом Керри, Морганом Фриманом и Дженнифер Энистон. Комедия Тома Шедека. Также у нас CP Digital. Такая вот интересная обложка. Здесь у нас под самим диском только небеса. Самый кассовый фильм Джима Керри
Данную картину я увидел в кинотеатрах, когда она выходила. Фильм «Брюс Всемогущий». И далее осталось 7 изданий уже в обычных кейсах. И первое это у нас «Терминатор 2. Судный день». Такое вот издание. Увы, это региональное. Надо будет как-то найти полноценное издание данной картины. А пока такой вот фильм «Терминатор 2» в оригинальном издании. В главной роли, конечно же, Арнольд Шварценеггер. Далее картина режиссера Джоэла Шумахера, в которой снялись Джерард Батлер, Эмми Россом, Минни Драйвер и Миранда Ричардсон. Это экранизация известного мюзикла Эндрю Ллойда Веббера. Фильм сам мне нравится. И также здесь я положил другую экранизацию «Призрак оперы», которая шла просто как диск. «Призрак оперы». Идем далее. Следующий фильм это фильм с Кристианом Бейлом. Картина «Машинист». Ради этой роли актер Кристиан Бейл довольно сильно похудел. И был виден его скелет только. Такое вот издание. Тоже, увы, региональное. Идем далее. Следующая картина. Это фильм с Тоби Магуайром и Риз Уизерспун. Фильм «Плезантвиль», где данные два актера и их персонажи оказываются в старом шоу, которое шло по телевизору. Еще черно-белым. И по мере развития сюжета данная картинка у них раскрашивается, становится цветной. Фильм «Плезантвиль». Идем далее. И далее фильм Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», в которой снялись Наоми Уотс и Лора Хэрринг. Одна из самых известных картин Дэвида Линча. Идем далее. И следующая картина это фильм Остин Пауэрс, шпион, который меня соблазнил. Это вторая часть истории про Остина Пауэрса. В главной роли здесь актер Майк Майерс, который сыграл здесь сразу роль и главного героя, и главного злодея. Наконец, последнее кино от CP Digital, которое хочу вам показать. Это у нас фильм «Король говорит», в котором снялись Колин Фёрд, Джеффри Раш и Хелена Бонем Картер. Это еще одна картина в сегодняшнем обзоре, которая выиграла Оскар за лучший фильм. Это у нас история, основанная на реальных событиях, а именно рассказывает про короля Георга VI, который заикался, и которому логопед помог побороть данную проблему. Это у нас издание здесь двойное, DVD и плюс Blu-ray. И плюс оно представлено в таком вот слипе. Это было последнее издание на сегодня, которое хотел вам показать. В следующем видео будут оставшиеся DVD издания от других дистрибьюторов. А на этом пока все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. И пока.